мы сегодня с вами посетим монастырь Ваганаванг. Монастырь очень старый, построен в 911 году князем Цагиком Вааном и являлся усыпальницей сюникских князей и царей. Довольно-таки крутой монастырь, но я о нем первый раз услышал, сейчас вот приехал первый раз посмотреть. Давайте вместе посмотрим. Монастырский комплекс Ваганаванг находится в 5 километрах к юго-западу от города Капана, Сюникской области, на правом берегу реки Вохчи, на склоне горы Тигранасар. Согласно Степаносу Арбеляну, армянский историк, основателем монастыря являлся Ваган, сын сюникского князя Дзагика, чье имя носит монастырь. Монастырский комплекс состоит из церкви святого Григория Просветителя 911 года постройки, из вестибюля, из колонного зала, это где-то середина XI века, из двухэтажной церкви Святой Богоматери 1086 года постройки. Ваганаванг – один из прекраснейших творений армянской архитектурной мысли, бесценное сокровище сюникского региона. Комплекс Ваганаванг окружен лесами. По сей день на территории действует водный источник X века, сделанный из глиняных труб. Комплекс был известным культурным центром. Тут действовала монастырская школа, где получали образование ученики из разных поселений Сюника. Монастырь был финансово обеспеченным, имел собственные села, огромные земельные участки. И, как я ранее вначале уже говорил, в Ваганаванге находится царская усыпальница армянского Сюникского царства. Обнаружены могильные плиты царя Васака, умершего в 1051 году, царя Григора I, умершего в 1072 году, матери царя Синекирима, княгини Софии, умершей в 1081 году, и других представителей царской династии. Обратите внимание на эту стену. Люди в то время уже знали, что такое теплоизоляция. Представляете, как вот, грубо говоря, сейчас говорят, что это современные технологии. Нет, тогда уже было. Просто сейчас утеплитель кладут, а тогда вместо утеплителя было камни мелкие проложены между основных камней. Я уточню, да, но уже не первый раз я попадаю в монастырь, где основное дерево орех. Здесь боготворят как бы, да? Уточню я потом. Здесь, смотрите, орех не крупный. Прямо большой.
нашел я данных про орех, но могу высказать свое предположение. У древних армян дерево ассоциировалось плодово именно с связью с потусторонним миром, так как у него корни в земле находятся, ствол на земле, а ветки в воздухе. Армяне очень боготворили такие деревья, как гранат и абрикос. Но, по моему предположению, все монастыри строились в отдаленных местах, высоко в горах, и просто климат не позволял вызревать этим плодам. Поэтому был посажен, наверное, все-таки орех, тоже плодоносное дерево. А плюс еще орех можно долго хранить, и он очень питательный. Вот это лично мое предположение такое. Это отдельно стоящая часовенка, как нам местные объяснили, была построена одним из царей или князей, я так и не понял кем, но для своей сестры, которая не могла иметь детей, и она там вот специально для нее построила, она там молилась. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы здесь еще нашли в районе Капана крепость одну. В прошлый раз здесь были рядом и не знали, что еще есть крепость. Сейчас едем крепость смотреть. Судя по тому, по дороге, которая к ней ведет, эта крепость неприступная. Ну, сейчас посмотрим. На видео незаметно, но уклон дороги примерно 40 градусов. Благо мой стальной конь способен сражаться с таким бездорожьем. Заехали мы наконец-таки, это была дорога кошмар, действительно неприступная эта Харизонская крепость.
Поэтому про нее и туристов сюда, я так понял, не возят, и мало кто знает. Я сам чисто случайно нашел. Боевой конь, как всегда, отработал на 100%, на 5 с плюсом. Вот смотрите, внизу это город Капан. Вот мы настолько поднялись. Вот. А это сама крепость. Сейчас пойдем смотреть. Пошли. Алидзор был построен в 17 веке как женский монастырь. Позже он на короткое время служил крепостью для семьи Мелик Парсаданян. В 18 веке знаменитый армянский военачальник освободитель Давид Бек и его старший лейтенант и преемник Мхитар Спарапет использовали это место в качестве своей главной штаб-квартиры, а также административного центра сюнников в своей борьбе против войск Османской империи и персов. Между 1723 и 1727 годами Бек вместе с 300 другими солдатами, 13 епископами и 3 священниками защищал крепость в течение 7-дневной осады от вторгшейся армии из 70 тысяч турок-османов. Оборонительный характер местности давал солдатам Бека преимущество в борьбе с врагом, но осада оставила защитников крепости утомленными от недостатка еды. Чувствуя, что они в ловушке и враг численно превосходит их, Бек предпринял самоубийственную атаку вниз с холма, напугав армию вторжения. Турки поспешно покинули этот район, оставив убитыми около 12 тысяч солдат на поле внизу. Вот какой вид шикарный, да? Лечу. Позже Давид Бек умер в крепости после болезни в 1728 году. Устное предание гласит, что после его смерти приехал пожилой епископ из Татевы и устроил в его честь очень большую панихиду. Бек похоронен на кладбище сразу за стенами крепости. Говорят, что на нижней стороне надгробия вырезан единственный цветок, чтобы противник не узнал, что это последнее место упокоения вождя. После смерти Давида Бека османская армия захватила Алидзор и уведомила защитников, что они возьмут под свой контроль крепость, но оставят батальон и жителей невредимыми. Мхитар Спарапет, который теперь командовал крепостью, и священник вместе отправились на переговоры. Когда они открыли двери крепости, защитников убили. Я невысокий, то еле прохожу. Это говорит о том, что действительно люди более древние, они были более низкие. С веками люди в рост идут. Больше поражает, как они клали вот эту вверх. Что вот в Ваганованке были, что здесь, смотрите, какая кладка. Вот как это все держится, я не знаю. До сих пор, да? Да, и до сих пор, сколько времени прошло. Представляете, какие мастера были?
Толщина, посмотри, толщина стен. Никакими снарядами не пробить. Вот такие вот замечательные места находятся рядом, про которые многие даже и не знают. Я чисто случайно узнал. Ковырялся в интернете, про эту область Синевскую все смотрел, какие здесь можно видеть достопримечательности посмотреть. И вот нашел, даже у местных спрашивал, не все знают. Многие не были здесь и даже не знают, что есть такая крепость. Будем дальше искать. До новых встреч. Подписывайтесь, смотрите, ставьте лайки. Будем рады всегда вам рассказать что-то новое.